Всем привет! Меня зовут Катя, и я вас приглашаю на такую вот обзорную экскурсию по одному из моих любимых музеев, музей миниатюр или страна мини, где вы увидите 22 достопримечательности Республики Беларусь. Заходим во дворец профсоюзов и внутри вход. И начинаем обозревать. Первый макет, который представлен в этом удивительном музее миниатюр, это Свято-Успенский Жировичский монастырь. Я когда-то приезжала сюда и окуналась, когда работала на прошлой работе. Также здесь представлены инструменты, с помощью которых делают вот эти вот миниатюры. Я в этом музее уже третий раз и всегда наслаждаюсь, бывая здесь. Второй макет, который выделили в основную достопримечательность Республики Беларусь, это Национальная библиотека в виде алмаза. Третий макет – это Мерский замок. Я обожаю посещать эту достопримечательность в Беларуси. И вот даже мы нашли с сыном, так можно было найти, чтобы интереснее было с детьми здесь ходить, призрак Сонечки. Ну, есть такие легенды, что в Мирском замке есть этот призрак. Четвертое – это Великая хоральная синагога, 16 век, Гродно, на белорусском языке ее объявляю. Пятое – это Свято-Никольский монастырь в Могилеве. Я не была в нем. И шестое – это Лидский замок. Вот Лидский замок, конечно, стоит того, чтобы его посетить. Все стоит того, чтобы посетить, но Лидский замок очень сейчас интересный после реставрации. Седьмое – это Брестская крепость. О ней уже все знают. Известные Холмские ворота. И, конечно, сразу на душе какая-то печаль. Следующий макет – это 8-й, и мы находимся, можно сказать, в этом макете. Это Дворец культуры профсоюзов. И даже можно увидеть, и есть такое задание для детей, для посетителей, найти, что было раньше на месте вот этого Дворца профсоюзов. Если я правильно выражаюсь, я вообще не экскурсовод, просто показываю, что можно зайти в этот музей миниатюр, страну мини и посмотреть все достопримечательности, ознакомиться, что стоит посетить, а что нет. Особенно мне нравится вот внешний вид Дворца профсоюзов. Это было в начале видео. Также я просто обожаю ходить в 9-й макет, а именно не в макет, а в наш Национальный театр оперы и балета. И он вот такой красавчик представлен. Кстати, здесь можно даже его, как бы так сказать, завести, нажать кнопочку, и через какое-то время начнется представление. Мой сын, ему 6 лет, и он ждет этого представления. Вот потемнело, и на сцене сцена закружилась, все смотрят, и это, конечно же, очень нравится детям. Сюда понравится и подросткам, и деткам приходить. 10-й – это Дворец Пусловских, или еще Косовский дворец называют. Я очень хочу посетить этот дворец, он очень известный. 11-й макет посвящен Кревскому замку. Очень такая достопримечательность у нас, можно сказать, средневековая. Средневековые замки – это самые древние у нас в Беларуси. 12-й макет полностью посвящен дворцу Румянцевых и Паскевичей. Я не была, не посещала этот дворец, но очень хочу, очень внушительный он. 13-й макет посвящен моему любимому Несвежскому замку. Вот сюда я ездила несколько раз, обожаю посещать. И особенно меня, наверное, с класса 9 очень увлекает легенда о черной даме. И здесь даже в этой стране мини есть задание найти призрак черной дамы. И вы сейчас увидите, мы с сыном нашли эту фигурку. Очень увлекательное, кстати, занятие. Сначала просто я не могла найти этот призрак, но потом нашла. Вот она, это черная дама, ее призрак. Следующий макет посвящен, то есть 14-й, Свято-Бориса-Глебскому
святому месту. Я просто обожаю эту Калужскую церковь. Там даже есть такие в стены вмурованные голосники, кувшины, чтобы лучше слышался звук. Вот я даже их ищу и показываю вам. Также мой сын узнал, так как мы на Пасху приходили свинтить яйца, в наш любимый Свято-Духов кафедральный собор. Очень люблю, меня здесь крестили, кстати, в 12 лет, довольно-таки поздно, и у меня очень много хороших воспоминаний с этим местом. 16-й макет, он полностью посвящен национальному парку Беловежская пуща и усадьбе Вискули. Дело в том, что Беловежская пуща, там Дед Мороз живет, скажем так, и все дети хотят туда приехать, и мы нашли вот такую вот избушку Бабы Яги, было такое задание. 17-й макет — это Каменецкая башня, кстати, можно зайти в Инстаграм, вот это Беларусь мини-бай, и там вы можете узнать более подробно о каждой достопримечательности. Даже я вот проживаю в Минске, в Республике Беларусь, и не все знаю. Благодаря тому, что пришла сюда, я много чего узнала. Также здесь можно найти единорога Федора. Следующий макет, 18-й, это, можно сказать, сердце Минска, костел святых Симеона и Елены. Я, когда приезжаю на станцию метро Независимости, я всегда захожу или прохожу мимо этого прекрасного собора, обожаю, люблю. 19-й — это церковь Святой Троицы в Горвятах, тоже просто невероятное такое произведение искусства, я даже сказала бы. 20-е — это дворец Республики, вот он находится рядом со дворцом профсоюзов, где мы вот находимся в данный момент. Сына младшего я сюда привела в первый раз, ему здесь очень понравилось. 21-й макет — это церковь Успения Пресвятой Богородицы Сырья. И здесь можно найти вот такие сокровища. Мы не сразу их нашли, но потом нашли, и мне вот эта вот особенность макета очень понравилась. Она нравится деткам, обожаю вот такие вот загадочки. И вот так вот выглядит эта церковь. Очень интересный макет. 22-й, последний макет, это дворец Сапег в Ружанах. Мы не приезжали в эту достопримечательность, не посещали, к сожалению, и вот планируем. Я с такой целью сюда и пришла, чтобы понять, куда нам съездить весной или летом. Лучше такие достопримечательности посещать такую пару года, хотя можно съездить осенью и зимой. Например, Беловежскую пущу, встретиться с Дедом Морозом будет очень увлекательно. И также было задание найти Алису и кролика, и мы с трудом нашли Алису и кролика, но справились с заданием. Также, если у вас детки постарше, то можно зайти в такую VR-зону и тоже все подробненько посмотреть. И также я узнала из Инстаграм, что еще есть макет, посвященный Троицкому предместью, только не знаю, где он выставлен. Кроме того, что здесь представлены вот эти 22 макета, основные достопримечательности Республики Беларусь, если вы приезжаете в город Минск первый раз или любите к нам приезжать, то можно купить в сувенирной лавке разные сувениры белорусские, посвященные Беларуси. Кстати, здесь очень неплохие сувениры. Вот сыну очень понравились вот эти шары со снегом. Ну, я сказала, что у нас на самом деле есть такой шар, поэтому думаем. И вот здесь можно и кувшины белорусские купить, мини, какие-то напоминалки, и магнитики, и какие-то миниатюры, и даже вот эти книжки хорошие очень, чтобы ходить по городу Минску. Кроме того, для девушек, женщин, для женской части населения тоже можно найти очень привлекательные сувениры. Вот, например, даже есть дерево с эпоксидной ювелирной смолой. Сочетание такое, уже вот эти ювелирные изделия, они подороже, но они стоят того, чтобы их приобрести. Говорю по собственному опыту, даже я приобрела, только от другого бренда. Также вот такие вот интересные значки можно приобрести, то есть все, что запомнится, и вот я надеюсь, что можно благодаря этим сувенирам вспоминать о Беларуси очень тепло и душевно.
Вот такие вот изделия, то есть и машинки, и какие-то мини-мини. И покажусь я. Приветствую вас еще раз и уже прощаюсь. Поставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось. Я очень старалась. Вот такую фотографию можно сделать, где вот такой интерьер белорусской кухни. И до скорых встреч. Желаю всех отличных впечатлений. Встретимся в следующих видео.